Всем привет, ребята, с вами Кин, веселый, красивый, обаятельный и крутые ребята из PUBG состава. Лучшая команда в мире. Но они говорят, нет, мы на последнем глобале заняли 3-е место, но в рейтинге-то вы на 1-м месте по факту. Как дела у вас, ребят? Это пушечка, ну то есть, типа, мы отдохнули, у нас был очень долгий, самый долгий, по идее, отдых, ну то есть месяц такой полноценный, и сейчас мы потихонечку только вкатываемся в режим, но вообще топ. Да, все хорошо. Вот контракт теперь подписали. Почему вы выбрали Virtus.pro? С чем это связано? Любовь? Ну, да нет, самое простое это то, что мы, в принципе, уже находились в ВП, и они нам сделали отличное предложение. Мы рады просто продолжить вместе. И все, в принципе, это самый простой ответ на это все. Ты что думаешь, Лу? Почему вы выбрали ВП? Мы выбрали ВП, но Батулин, наверное, сказал, просто получили хороший контракт, решили продолжить организации, которую уже знаем, которая является одной из лучших в СНГ. Ауф, красиво сказал. Да. Ну да. Я помню, когда вы приходили в организацию, такая молодая, амбициозная команда. Прошло время, вы заняли топ-3 на глобале, все РМРы выиграли. Ну, я так РМРы называю, европейские отборочные. В мировом рейтинге вы на 1-м месте. В чем ваш успех? Откуда такая доминация? Ну, во-первых, собрались 4 человека, которые до сих пор, наверное, горят этой игрой. Хоть мы и выиграли, ну, можно сказать, очень много турниров в PUBG. Угу. Наверное, таким похвастаться не может в Европе, ну, практически ни одна команда. Но это также не LAN-турниры, а они проходят дома. Хочется вернуться на LAN и там показать себя. И мы тренируемся намного больше, чем раньше. На самом деле, вот PUBG, как по мне, очень сложная игра, если сравнивать с CSGO, с Dota 2, потому что здесь есть доля рандома. Куда зона упадет? Ну, в этой игре еще надо... Как у вас получается доминировать? Ну, это же нереально. Это скилл, это... Или вы на дистанции сильны, или у вас сильная аналитика, или у вас Батулин мозг. В чем успех? Да, на самом деле, ну, конечно, рандом это правда, это факт, да, многие все еще продолжают, хотя, наверное, уже мало кто говорит о том, что они там проиграли из-за рандома, вот, особенно, тем более, последний гол показал, что, то есть, две команды, которые там 10 очков за игру, вот, минимум, ну, то есть, в среднем набирали, то есть, они там закончили 150 примерно, и они показали, что какой бы ни был рандом, можно на протяжении всего гранд-финала фармить много. Вот, и это, в принципе, то, к чему мы стремимся, то есть в этой игре можно компенсировать этот рандом тем, что ты просто знаешь, как находить очки даже в самых сложных играх, вот, и мы, наверное, к этому и стремимся прямо сейчас, чтобы стать еще более стабильной командой, чем были до этого. Как прошел отпуск? Расскажите, пожалуйста. Как вы отдохнули? На Мальдивах были? Все вместе? Как прошел? Мне очень интересно. Куда вы полетели? Могу за себя сказать, да? Ну, то есть, очевидно, мы отдыхали друг от друга, мы никто друг с другом на Мальдивы не летали в этот раз. Вот. Я просто сначала приехал домой, отдохнул немного тут, потом съездил в Испанию к семье. Да. Что-то на богатом, да, он сказал? Ну, в общем, можно было себе позволить-то после чемпионата мира и такого сезона. В общем, мы там вместе отдохнули пару-тройку недель. И все. Я, в принципе, там просто был максимально чил отдых, то есть серф утром, днем, покушать куда-нибудь сходить, вечером полежать на диване и спать. И так каждый день практически. Ты умеешь кататься на серфинге? Я обожаю вообще. Просто обожаю. Жду видос, когда ты с Тимати вместе, понял, вот так. И с Жиганом вот так. И на Мальдивы обязательно летим. Там, у него же там, да, этот лагерь его, где-то там. Тимати. Остров какой-то свой. Ну, в общем, да. Обязательно. Ты меня прихватите, я бургеры вам таскать буду. А ты, Лу, как отдохнул? Я, отдохнул дома, отдохнул на улице немножко. Ну, у меня все как обычно, потому что я не смог куда-либо поехать. Я по родственникам немножко покатался и отдыхал от компьютера. Но такого прям колоссального отдыха я не сказал бы, чтобы он был у меня. Так, обычный перерывчик от компьютера. Ну да, у тебя всегда свой отдых. Всегда отличается от ребят. Молодец. Это твой стиль. Смотрите, после Глобала у вас ушли Хирозен, Блеймос, тренер ваш, Ваня Убах.
Что-то всех их разобрали. Может быть, другие команды так решили, так, в чем успех Virtus.pro? Давай заберем их игроков и у них все узнаем. На самом деле это все вынужденная мера, то есть мы вообще не те ребята, которые кого-то там кикают или с кем-то прощаются, да, то есть мы всегда до конца. Вот, просто Хирич, он очень сильно хотел играть еще давно, это многие знают, вот, и мы посчитали, что будет лучше, если он пойдет играть, и он тоже так же решил. А замену Хирузена нашли? Да, ну то есть в анонсе было ВП, что у нас новый тренер Тап. Не-не, Вот. у вас же Хирузен был как запасной игрок. Ну, нет, он был как тренер-запасной игрок. То есть, да, он не любит, когда его называют тренером. Не любит. Ну да, никто не любит, да. Но он, ну, очень много, то есть, в этом плане помогал. И изначально приходил в команду таковым. И роль пятого игрока была связана конкретно с тем, что это Хирич. То есть, вот мы с Хиричем были готовы вот так вот делать. А сейчас мы не нуждаемся в пятом игроке. Вот, поэтому Таб, он просто как тренер пришел и заменяет, грубо говоря, все возможные роли, которые до этого совмещал Хирич там и Блеймос. Ну, в принципе, всегда может, если что, сыграть. То есть, да, он, конечно, не играет столько, сколько мы в игру, но он же все-таки в Нави играл. Да, он, да. На Глобале играл, причем хорошо играл, да, чуть ли не лучшим игроком был, по нашему мнению. Он с вами сам связался или вы ему написали? Как это вообще произошло? Да, мы после Глобала сидели, что-то я такой сижу, думаю... Ну, уже понимаю, что Хируч ходит, он хочет играть, я ему сам говорю, иди, да, это надо, если ты хочешь стать игроком, и начинаю думать, кто бы мог занять его позицию и помогать команде так же эффективно. И у меня сразу первая идея — это Тап, потому что мы с ним много общались. Я сказал то, что мы друзья, он просто очень приятный, и по игре даже человек. Мы в старом ставил НЛТ до Батулина, его тестили, но он тогда пошел в Джокера вроде. Да, играть в Сене. То есть мы знали, на что он способен, и что он может принести команде. Я сразу предложил его кандидатуру, поговорил с ним, понял то, что он заинтересован в всей этой движухе. И, в принципе, все. Но он пришел и принес такие новые идеи к вам, правильно? Или он такой, ребята, вы уже крутые, я просто буду с вами тусоваться? Пока что он вливается в состав, смотрит, что мы делаем, привносит что-то свое, но пока что кардинально не меняет ничего из-за того, что смотрит, как мы играем изнутри. Ну да. Ну да, касательно этого могу ответить чуть более детально. Нужно понимать, что мы как команда сформирована, да, очень давно, ну то есть мы прям, грубо говоря, чемпионский состав, да, если можно так выражаться. И у нас нету задачи что-то привнести новое и изменить, да, то есть есть задача просто улучшить старое и, скажем так, начать более как-то профессионально относиться к разным вещам, вот, и этап он может помочь во всем этом, то есть у него нет задачи прийти и строить свою игру, как у тренера, да, его задача скорее вот помогать во всех аспектах, в которых у нас где-то что-то плохо, вот, и он привыкает к команде, пытается высказывать свое мнение, и помогать нам развивать вот эти вот аспекты, о которых мы уже давно знаем, но мы, например, не понимаем, как правильно их нужно было бы развивать, а он старается в этом, скажем так, свое видение показывать. Так, давайте обратно вспомним Global. Вы когда взяли Ваню пятым игроком запасным, было очень много слухов, что после Global или во время Global будут какие-то замены, уберут одного игрока. Атмосфера в в команде не поменялась? Не было напряженности, что сейчас кто-то плохо из нас играет, кого-то уберут? Как всегда это бывает в киберспорте? Или у вас все равно другая команда, вы на это вообще не смотрите? Я понимаю, о чем ты говоришь, да, и понимаю, почему зрители многие об этом спрашивают, тем более зная Ваню, ну, то есть он, грубо говоря, вот до того, как мы начали все побеждать, Ваня это был, наверное, единственный игрок вообще, в принципе, которого знали вообще все в PUBG, да, он выигрывал больше всех фейзами, с Нави еще когда-то до этого, ну, то есть он мега титулованный чувак, и конечно, когда все узнали, что он замена, они такие сразу же, опа, вот что там может быть. Но у нас вообще, в принципе, даже идеи не было никакой, что мы кого-то поменяем, если кто-то будет плохо играть. Это бралось единственная причина, основная, это то, что мы на PGS приехали с тренером играть, и мы боялись, что может произойти то же самое на этом глобале. Вот, ну, естественно, как бы мы просто подстраховались.
Вот, Ну а да. Ваня помог нам. После Глобала я видел на стриме, Батулин, как ты пересматривала игры, провел свою аналитику. Что пошло не так? Думаю, что если отвечать вкратце, да, то есть я не так, что я детально рассматривал каждую игру. Детально это мы с командой рассматриваем и смотрим, что мы делали не так. Самое простое это то, что мы, наверное, весь год играли МС формат, Мгм. и когда мы приехали играть в супер формат, это просто немножко другая игра. И мы более, как бы, мы привыкли к победам, а тут нужно быть привыкнуть к тому, чтобы всех убивать и грамотно драться, грамотно позиционировать себя на карте. Вот. Мы в основном там всегда играли вместе, а в суперформате нужно уметь играть сразу на разных флангах и так далее. И делать это очень хорошо, потому что это самый сильный турнир, то есть сильнее этого ничего нету, да. Я думаю, что просто на этом глобале мы еще не были достаточно готовы к тому, чтобы выигрывать его. И вот конкретно вот этот год, 2022, он будет очень показательным, потому что сейчас мы весь год все турниры играем в суперформате, и мы тут учимся вот конкретно выигрывать в этом формате. Это моя, так скажем, позиция. Вот. Понятно, что там много разных причин может быть, но это такая самая простая и самая основная. Смотри, Лу, я у тебя и у Батули на стриме я видел, как вы обозначаете позиции. Это прям инфа из CSGO. 90, вверх-вниз, дуга. Кто это добавил? Откуда это пришло? Ну, пришло это, скорее всего, из... Ну, как это все было? Мы понимали до глобала, что мы будем контеститься, и разобрали досконально споты, и четвером сидели, и накидывали там 90, там что-то. Корм такой: о, вот это из КСки можно взять, будет так-то называться, лонг, там, шорт или что-то еще. Ну, оттуда и пошло. Мы просто команда сидели и разбирали, как назвать позиции. И многое из КСки пришло, многое из названий других домов, других локаций и так далее. Просто да, похожих. Потому что я удивился, я зашел на стриме, и вы что-то 90 дуга вверх-вниз. Я такой, чё, я точно в PUBG зашел? Ну, это прям меня удивило. Ну, красавчики. А, кстати, мы стали партнерами организации Virtus.pro. Какое преимущество дает это нам? В особенности мне. Будет у меня мерч? Партнерка, она в основном что дает? Инвайты на турниры. На какие? Ну, ПКС и ГЛЛ, вот это вот. Ну, то есть все европейские турниры, которые мы сейчас играем, там инвайты. Вот, у нас конкретно, у нашей команды и у некоторых партнерских. Ну, то есть нам не приходится играть открытые квалификации. В принципе, похожая система с Counter-Strike отчасти, да, то есть, типа, там, но просто по-своему реализовано. Да. Вот у нас есть инвайты, и партнерская программа, скажем так, еще обеспечивает команду на протяжении года. Помогает вот организации. В принципе, похожая система LoL, такая же есть схема, да, то есть это известная практика, вот, и она у нас вот есть в PUBG тоже. Да, это очень сильно помогает организации, скажем так, оставаться, да, в дисциплине, вот, потому что она знает точно, что у нее все будет под контролем, вот, и вот как-то так. Вы уже начали играть в праки? Там уже месяц играем праки. Ну, Да, где-то плюс-минус. Ну, 20 Ну, не дней. только, да, не 20 только дней. праки, мы просто возобновили тренировочный процесс. И Да, что-то привнесли, а что убрали, Потому а что, что не надо потому что я было. видел, Адоузи стримит, молодой праки стримит, и я вас видел тоже там. И вот стало интересно, как вообще праки проходят. Кто-нибудь удивил из европейских команд? Может, какая-то СНГ команды? Я могу за себя ответить, Кирилл там может за себя ответить, да. Из Европы я бы назвал Mercurial, команду, которая мне нравится. Mercurial — это Ibiza, Jam Team, ты знаешь их всех, в принципе. Это такие олды, Пикселик, и там 4-го они скоро должны заанонсить. Ну, то есть они каждый абсолютно скрим в топ-4 входят, практически каждый. Видно. И они, в принципе, в прошлом году хорошо играли. Просто мы все время их побеждали, а они топ-2 занимали, а в МС-формате это было слишком жестко. Вот. В общем, из всех, кто играет, ну, это мы не говорим о всяких о ликвидах, да, каких-нибудь, очевидно, то есть это вот из новеньких таких, это вот они, Mercurial, может быть, Энтропики, а вот из СНГ команд я никого не могу пока что отметить, то есть нужно смотреть, как сыграют сейчас квалы, потому что скоро начинаются квалификации открытые для СНГ команд на ГЛЛ, вот, поэтому посмотрим. Прям таких фаворитов на сезон нету. Просто интересно посмотреть на команды тех же Мирок и Тинги.
на да. Энтропике. Динги, кстати, с Ваней. Мгм. Просто интересно посмотреть, а именно что фавориты, всех выносятся карты, такого нету. Ваш ближайший турнир когда? 10 ну смотри, именно большой турнир 11-13 марта. Это ГЛЛ будет на PGC очки. А до него будет в начале марта PSL и еще какой-то там СНГ турик. Какие-то квалификации. Ну, в общем, именно такой, чтобы прям посмотреть, это ГЛЛ. Какие планы у вас сейчас? Браки будете катать? Или отдыхать? Что ты же можешь сам ответить, что вы там сейчас делаете. Не, у Капитан, нас... Да не, у нас очень проработанный тренировочный процесс. Я бы еще, кстати, хотел добавить, что вот у нас вот Юра, менеджер наш, да, то есть он не сильно анонсился где-то, то есть он к нам пришел буквально перед Глобалом и, получается, продолжает с нами. Вот он вместе с Табом, они много придумывают в плане тренировочного процесса. И мы не просто играем в скримы, да, как большинство команд. У нас большие детальные разборы еще, разные психологические разговоры, ну, разговоры на тему психологии, да, вот, и мы в основном вот в выходные занимаемся ими, потому что в основном в выходные должны быть турниры, когда турниров нет, мы вот делаем вот такие вот разборчики, не только играем в игру. Чего там секретики всем рассказываешь свои? Не, ну так это не секрет, ну то есть от того, что мы проводим какие-то разговоры или разборы, это вообще не как другие команды. Нет. Ничего. Может, в конце что-то хотите сказать фанатам, друзьям, чтобы они подписывались на канал, на ваши соцсети, любили вас? Очень сильно хочу передать маме привет. Мама, тоже привет. Да не, ну что, как бы, как и всегда, наверное, рад тому, что ребята увидят какой-то новый контент. Вот. Я очень сильно надеюсь, что мы в этом году приедем на буткемп в Россию и наконец-то в живом формате вот, поснимаем всякое разное. Я уверен, что контент будет пушечный. Мы еще ни на одном буткемпе не были этим составом. Представляешь, за сколько? 2020 год, 2021, и вот начался 2022. Мы вот за все это время еще ни разу не были на буткемпе с командой. Правильно, это неправильно, надо собраться, по-любому. Мы соберемся. Да, и я думаю, что будет прикольно, если мы соберемся. По-любому будет прикольно, мы вообще YouTube просто снесем. Да, Лу? Согласен, пушечка будет лютая. Ладно, все, спасибо вам. Обнял, поднял, заплакал. Семья, родные, вы лучшие. Прям горжусь вами. Давайте пока. Спасибо. Давай. Все. Давай, Кен.